Мы с вами немного разобрались, что происходило в Павлограде в 1943 году. Даже не хотела делать какие-то выводы, но эта часть скорее не выводы, а просто моменты, на которых хотелось бы заострить внимание. Потому что надо же как-то осознать, почему это все чисто советская история и случилось она так, как случилось, а никак иначе. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, что бросается в глаза по мере изучения материала? Первый момент. Сколько исследователей не занимались этим вопросом, но белых пятен осталось немерено. Мало что известно о судьбе полицейских 314-го украинского охранного батальона. Кто были эти люди? Каковы их биографии и мотивы? Хотелось бы также знать судьбы тех, кого не расстреляли и не повесили. Например, кто такой Прокоп Задорожный? Куда он подевался? Почему его не нашли и не взяли интервью? Или он умер? А остальные полицейские, кого не упоминали, что с ними? Вероятно, они затихарились, а может и под трибунал попали. У нас нет об этом сведений. Может, Клара Адольфовна даже выступала на суде свидетелем кого-то из своих подчиненных. Неизвестно. А это значит, что по сути настоящее исследование еще и не начиналось. Второй момент. Не хватает свидетелей с другой стороны. Интересно было бы знать точку зрения мистера Лохлера, фон Эка, Хайнемана и Мульде. Они бы много чего могли нам поведать, что не исключено перевернуло бы наше представление о тех событиях градусов на 90. Да что Мульде? Сама Клара Таблер была неоценимым источником информации. Это чисто советская история, еще и потому, что когда в 70-х, 80-х годах солдаты вермахта писали мемуары как подорванные, проживая в свободной стране ФРГ или там в Аргентине, то Клара Адольфовна в СССР не могла такого себе позволить. А сколько всего увлекательного она бы рассказала нам, начиная с детских лет в немецкой колонии, работе в коммуне НКВД и заканчивая ее деятельностью как начальника охраны и полиции в Павлограде. Но ей не дали такой возможности, поэтому она унесла с собой много тайн, хотя публично добивалась какой-то правды. А по мере написания воспоминаний люди, как правило, переосмысливают прошедшие события, переоценивают их. Клара Адольфовна, может быть, даже в каких-то местах и покаялась. И именно поэтому, что инфы мало, для меня так и остался загадкой психологический портрет Клары Таблер. С одной стороны, она сама представляет себя в отчетах как нечто вроде слепого орудия чемпиона по выживанию товарища Кравченко. С другой стороны, ее описывают как такую характерную даму, железную леди, которая хлестает своих подчиненных плеткой. Собственно, поэтому вопрос, который когда-то задал журнал «Работница и крестьянка», «Кто вы, фрау Таблер?», остается до сих пор актуальным. Третье. Очевидно, что создание широкой подпольной сети, да еще на принципах демократического централизма – это абсурд. Иметь своего собственного Штирлица для подпольщиков – это уже успех. А создается впечатление, что Клару Таблер юзали как девочку на побегушках. Меня поразил момент, когда машинистка Белошапка пожаловалась на нее Кравченко, когда заподозрила, что Клара не вполне советская женщина. То есть ценный агент Штирлиц должен что-то там доказывать каким-то машинисткам, вместо того, чтобы в глубокой конспирации сливать инфу и помогать документами подпольщикам. Слишком много людей было осведомлено о ее причастности к подполью, и что-то тут не так. А что не так, сказать трудно. Четвертое. Недооценка врага. Одно дело плести свою паутину втихаря, другое – это открытое противостояние с вооруженной до зубов армией. Как руководящие товарищи подполья представляли собой это восстание, один бог знает. Как сказал Ческо Томаселли, который видел ситуацию со стороны, это было бесполезно. Достаточно было нескольких пушечных выстрелов с зажигателями, снарядами, чтобы задушить его на корню. А разжегшему его лейтенанту ГПУ вышибло мозги. То ли он опережал события, то ли другие продвигались вперед немного медленней и опоздали на назначенную дату. Конец цитаты. А почему все так уперлось в это восстание? Все дело в том, что подпольной сети под эгидой НКВД нужен был результат. Хоть какой, но результат.
Вернется НКВД и спросит каждого, что ты делал в оккупации. И надо было давать отчет, и не просто отчет, а достижения, плоды своей деятельности. Столько-то взорвали, столько-то убили. Какой ценой? Это НКВД не интересовало абсолютно. Вот и лезли подпольщики на рожон. Но об этом дальше. Пятое – это самое страшное. Вы можете себе представить, что Штирлиц выписал себе в Германию мать, жену и детей. И ходит по лезвию ножа между прогулками в партии со своими чадами и домочадцами. Не можете, и понятно почему. Именно поэтому зрители так растроганно и с пониманием созерцали сцену его встречи с супругой. Дамы пускают слезу умиления, глядя на это тоскливое свидание. А тут Андрея Нестеренко НКВД посылает с особым заданием не куда-нибудь, а в дом его матери. И тут четко осознает, что в случае его провала его любимая мама будет болтаться рядом с ним на виселице. Да что мать! Вся близлежащая родня его висела на волоске, включая смышленую племянницу Ганну, которую он как бы из лучших побуждений спас от угона в Германию, но проживая в его доме, девушка подвергалась риску быть обвиненной в причастности к партизанам в случае его факапа. То же самое касается Клары Таблер с ее распиской, что она согласна, чтобы ее детей казнили вместе с ней, если раскроется, что у нее в полиции полно командиров Красной Армии. Штирлиц никогда бы не согласился работать на таких условиях, а павлоградские подпольщики согласились. Почему? Потому что они не были профессионалами. Все было рассчитано только на их фанатическую преданность советскому режиму. А вдруг бы Таблер и Нестеренко и правда повесили вместе с их родными и близкими? Кто бы тогда был виноват? Немцы? Или НКВД, которое давало им такие задания? Несомненно, что коммунисты объявили бы немцев где-то убийцами и матери-убийцами. Но давайте представим себе такую аналогию. Представим озеро с голодными крокодилами, которых один работник зоопарка забыл накормить. И вот кидают в это озеро этого самого нерадивого работника вместе с женой и детьми. Кто будет виноват в смерти этих людей? Крокодилы или те, кто их туда бросил? Развернулась бы дискуссия, что крокодилы могли бы схавать только одного работника, причем тут его жена и дети. И вы знаете, такая полемика вполне реальна, если бы профессиональные манипуляторы захотели ее раскрутить. Большинство людей ведь причинно-следственную связь не прослеживают. Они довольствуются вершками того, что видят, и легко обрушивают свой гнев на видимого виновника, в нашем случае терпилу крокодила, особо не разбираясь, что там и как. Так что получается, что, ведя свою подпольную деятельность в родном доме, подпольщики засунули себя между молотом и наковальней. Сверху немцы, а снизу постукивает родное НКВД. Кто-то из них-то прихлопнет. Именно это и заставляло советских людей рисковать не только собой, а и своими близкими, выполняя задачи, поставленные им НКВД или партией, которой они были фанатически преданы. Шестой момент самый животрепещущий. И начинается он тогда, когда Клара Адольфовна объявляет своему 134-му украинскому полицейскому охранному батальону, что она самоустраняется от руководства, и все 96 полицейских переходят под командование Андрея Нестеренко и становятся бойцами Красной Армии. А мы же говорили, что подбирали полицию их с таким условием, что это когда-то случится. И вот случилось. Но случилось очень не кстати. Не тогда, когда фронт в 2 километрах, а когда в безразмерных 30 километрах. И было легко предвидеть, что немцы при приближении фронта попытаются их послать на позиции. Многие полицейские, вероятно, начали выражать крайнюю степень недовольства, а не один, как пытаются это представить исследователи, и этого одного они назвали предателем. В советской парадигме всегда должен быть предатель, на которого скидываются все фейлы операции, чтобы отвести ответственность от партийного или НКВДшного руководителя задуманного мероприятия. Маловероятно, что таким недовольным оказался один полицейский. Думаю, десятка с 2 минимум. И начались терки, о которых свидетели нам не донесли. Но свидетели много о чем промолчали в тряпочку. Дело в том, что в 60-х годах им раздавали льготы, когда они рассказывали о руководящей роли партии, а неприятные моменты запамятовали. Я вам голову прогрызла примером Волобуева и о конфликте, который сложился в Солонянском отряде НКВД между командиром Волобуевым и комиссаром Голубом.
Так вот, мы бы никогда не узнали о конфликте Волобуева с Голубом, который много чего объяснил о судьбе отряда, если бы Василий Дрозд из Звонецкого о нем не рассказал. Все остальные члены отряда предпочли промолчать. Здесь то же самое. Все не договаривали, и только Марфа Изюмская подсветила нам, что Андрей очень волновался перед тем, как ушел в компом, и с него пот лил градом. Он вытирался беспрестанно платком и говорил, что надо же, вроде и не волнуюсь, а пот льется. Это потому, что интуитивно он понимал, что все идет как-то не так, как рисовалось в их воображении. Недовольные полицейские вложили сомнения в его голову. Мозг все время крутил эту инфу, и до Андрея начало доходить, что преждевременное выступление против немцев приведет к трагедии. Но изменить сценарий он был не в силах. Если бы Андрей Нестеренко был постарше, посмелее и не такой правильный, если бы он имел какой-то жизненный опыт, то, навлекая на себя беду, он поступил бы как Волобуев и сказал: «Ребята, каждый волен распоряжаться своей жизнью. Кто хочет, едет в Кривой Рог к Хайнеману. Кто хочет, по домам. А кто остается со мной, я расскажу о дальнейших действиях». Но тогда это была бы совсем другая история. С ним бы осталось человек 50, они бы стали пробираться ближе к линии фронта, пусть даже с боями. Из 50 добрались бы 30. Кого-то бы убили, кто-то бы убежал. И оставшиеся 30 пришли бы в штаб 6-й армии, и их бы там спросили: «Вы кто, собственно? Полицаи? Перебежчики? А, решили, что мы наступаем, теперь спасаете свои шкуры?» И на спецпроверку. А оттуда, скорее всего, под трибунал. И клеймо: полицай, предатель. Ну, зато живой. Но завершилось все тем, чем завершилось. Расстрелом компома, а выжившие участники подполья получили результат. Вот вам компом, 21 погибший, и вот вам 5 повешенных 14 февраля. Было восстание? Было. Мы пытались, но получилось как всегда. Кстати, Дмитрий Кравченко вскользь и о других интересных моментах нам намекнул. Например, как Нестеренко из компома посылал гонцов в штаб за подмогой. Какой подмогой? Какой штаб? Откуда бы пришла эта подмога? Давать советы одно дело, а вписываться за смертников совсем другое. Кто не согласен, смотри пункт 4. И, наконец, место, где происходили все эти трагические события. Считается, что это вот это угловое здание на пересечении Песчаной и Шевченко. Но Дмитрий Кравченко говорил, что это было двухэтажное здание, вглубь метров 100 от проходной, а с этого стреляли вроде снайперы. Но трудно понять, возле какого здания он, собственно, стоит. Может быть, местные краезнавцы в этом когда-нибудь разберутся. Ось меморіальна дошка на приміщенні компому. Вот само здание, на котором висела эта мемориальная доска. А это фото 1967 года возле компома, митинг, посвященный, видимо, памяти тех событий. Канал Ірини Коновець-Поплавської. А это то, что увидели на этом месте 10 лет назад. Доскам, ну видно очертания, да? То есть, видимо, специально обложили этой вот плиткой, что какой-то более презентабельный вид у нее был там во время фотографии. Что здесь, в этом доме, оборвались подпольщики. Вот эта вот надпись, которая кровью была, там, Нестеренко сделана. У нас 27, мы погибаем, но не сдаемся. Сейчас даже, видишь, даже следа этой таблички нету. А была здесь, да? Ну, по-моему, да, потому что это самое такое вот место. Ну, понимаешь, я не думаю, что просто бы обложили мраморной плиткой, просто кусок. Ты видишь, типа спонтом под мрамором. Ясно. Ну, давай в дом зайдем. Такое. Ну, надписи показать, они будут заштриховывать. Сейчас. Осторожненько, ты видишь, ты развалишь. Да вижу. Вижу, стоит ли заходить. Да. Ну и я тоже рванула в Павлоград, чтобы пройтись его улочками, между взрывами российских ракет и шахидов, прочувствовать дух прошлого.
вся эта трагедия.